Путешествие по России. Часть 5. Шуманы в Петербурге. В 1844 году Россия встречала великую пианистку, знаменитую на всю Европу исполнительницу Клару Шуман-Вик. Она приехала с мужем Робертом Шуманом. К этому времени он был автором многих произведений, которые снискали ему впоследствии мировую славу. Он создал цикл «Бабочки», фортепианные этюды, фантастические пьесы, Креслериана, фортепианную сюиту «Карнавал». Однако композиторская известность Роберта Шумана тогда была весьма скромной, и за пределами родной Германии его почти не знали. В России он также не был известен. А Клару Шуман, до замужества Вик, европейская публика знала и любила. Клара уже имела репутацию блестящей пианистки-виртуозки. С юности она много ездила по гастролям, выступала в крупных городах Германии, в других европейских странах. Однако россиянам она тоже была почти незнакома, поэтому ей пришлось завоевывать Петербург и Москву, и ей это вполне удалось. Большая часть рецензий, появившихся в русской прессе на концерты Клары Шуман, были исключительно хвалебными. Но и Россия покорила сердца музыкантов. Шуманы ехали сюда без всяких предвзятых представлений о ней, принимали ее такой, какой она им открывалась. И Россия открылась им как Северная Италия, страна культуры, искусства, великолепного художественного наследия, радушных творческих людей-единомышленников. В романтизме существовал культ Италии как мира, противоположного рутине буржуазного общества. А для Шуманов такой страной стала Россия. Не случайно позже Шуман говорил, что время, проведенное в России, благословенное, счастливейшее в его жизни. В отличие от Ференца Листа, Шуманы свои дорожные впечатления фиксировали в дневниках. Шестую часть путевых заметок Роберт Шуман назвал «Путешествие в Россию» в феврале-мае 1844 года. И по возвращении в Германию она комментирована, дополнена и в определенных местах расшифрована Кларой. Шуман вел записи ежедневно. Из них становится известно, что в отличие от большинства путешественников, прибывавших в Петербург морем через Кронштадт, Шуманы приехали в российскую столицу через Нарвские ворота в экипаже, отметив величественность въезда. Шуман заметил, что постепенно город представал перед ними в своей красоте, во всей своей величественности. Петербург все более захватывал гостя. Семье музыкантов предоставили номер в гостинице «Кулона», где останавливались все знаменитые гости столицы. Она поразила его своими гигантскими размерами. Здание на Михайловской улице находится в непосредственной близости от Невского проспекта, который, едва дождавшись заселения в гостиницу, Шуман отправился осматривать. Поездка с Кларой на следующий день по городу и вдоль Невы окончательно очаровали Шумана, и в дневнике своем он называет Петербург чудеснейшим городом на свете. Осмотр Зимнего дворца потряс композитора, и, по его словам, посещение походило на сказку из «Тысячи и одной ночи». Музыканты увидели в Петербурге все, чем гордится город: памятник Медному всаднику, Александрийскую колонну, Петропавловскую крепость, домик Петра I. Шуман посетил многие храмы, принадлежащие религиям разных вероисповеданий, располагавшихся на Невском проспекте. В лютеранской церкви святых Петра и Павла и католической базилике святой Екатерины Александрийской он прослушал хоралы и как музыкант дал очень высокую оценку пению. Неоднократно Шуманы бывали в Казанском соборе, но православное церковное пение глубоко разочаровало музыкантов, отметивших примитивность музыкальных ходов всего лишь в октаву и квинту. Шуман назвал эту церковную музыку варварской. Но неоднократное посещение Казанского собора указывает на интерес Шумана к русской истории, так как он воспринимал собор с выставленными в нем знаменами и ключами покоренных городов во время войн как памятник русской воинской славы. Особенно много внимания Шуман уделяет тем концертным залам, где должна была выступать Клара. Он был ошеломлен красотой, величием, светом и акустикой зала дворянского собрания, подобного которому, отметил композитор, он никогда не видел. Шумана посетили проводившиеся там репетиции и концерты, которые давала Полина Виардо Гарсия с итальянскими певцами.
И Клара, и Роберт с грустью отметили, что петербуржцы находятся под гипнозом итальянской оперы и очень сожалели об этом. Первый концерт самой Клары был в той же зале дворянского собрания. Шуман писал о том, что сначала ее концерты прошли в неполных залах, потому что о ней мало кто знал, кроме знатоков, но зато с огромным успехом. Потом Клара была приглашена в Зимний дворец, где играла для императорской семьи. Прекрасно встречала публика и концерты Клары в Михайловском театре. В Петербурге Шуманы особенно тесно общались с представителями немецкой музыкальной среды. Это были исполнители, оставшиеся жить в русской столице. Среди них Адольф фон Гензель, выдающийся пианист, с 1838 года ставший придворным пианистом российской императрицы Александры Федоровны, а позже генеральным инспектором царских воспитательных заведений для благородных девиц в Санкт-Петербурге. Благодаря этой должности Гензель в следующие 40 лет мог влиять на музыкальную жизнь России. Последние годы он в качестве профессора преподавал в Петербургской консерватории. Именно он опекал чету Шуманов в российской столице. Был им и гидом, и другом, и покровителем. Шуман с грустью отмечал, что Гензель практически не концертирует и все силы отдает ученикам. Особенно важным для пребывания Шуманов в Петербурге было их знакомство со многими замечательными русскими деятелями искусства, с поэтом Петром Андреевичем Вяземским, с братьями-музыкантами Рубинштейнами, ученым, писателем, редактором Осипом Ивановичем Сенковским и известными знатоками музыкой Матвеем и Михаилом Юрьевичами Вельгорским. Они задавали тон всей музыкальной жизни столицы. В их доме на Михайловской площади проходили симфонические концерты, исполнялись музыкальные новинки. Шуман назвал его гениальным дилетантом. Значение имеет то обстоятельство, что благодаря этим энтузиастам музыки были исполнены произведения самого Роберта Шумана, который смог наконец почувствовать себя не только супругом известной пианистки, вынужденным, по его словам, скучать по кондитерским, но и большим композитором. Вельгорские присутствовали на концертах, где исполнялись вариации Шумана для двух фортепиано. Его знаменитый квинтет ми-бемоль-мажор для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели. И пришли в такой восторг, что предложили исполнить его первую весеннюю симфонию си-бемоль-мажор у них дома. И сразу же договорились о приглашении оркестра. Вельгорские совершенно покорили сердца Шумана, а Клара даже писала о возникшей у нее глубокой симпатии к Михаилу Вельгорскому, заслуживающему любви и уважения. Она заметила: редко встретишь высокопоставленного господина, столь общительного, приветливого и на равных с артистами, что о его ранге вовсе забываешь, настолько он исполнен добродушия. На этом суаре, то есть званом вечере, Вельгорские подарили Шуманам свои портреты с надписями на память. Гастроли Шуманов подошли к концу. Они не были триумфальными из-за неверной тактики самих музыкантов. Как говорил впоследствии Шуман, успех должен был быть обеспечен серьезной рекламной кампанией. Клара после замужества несколько лет посвятила детям и прервала свою концертную деятельность. В России их имена были почти неизвестны, поэтому усилия по достижению признания должны быть весьма значительны. Но даже при всех этих обстоятельствах Шуманы достигли в Петербурге того, к чему стремились. О них заговорили с огромным уважением. Высоко оценили Клару как великолепную исполнительницу. Через день после первого же концерта в зале дворянского собрания в воскресенье 5 марта в номер к Шуманам поднялся капельмейстер Келлер и вручил пианистке диплом филармонического общества, чем поверг ее в совершенное смущение. Текст диплома гласил: «Санкт-Петербургское филармоническое общество в изъявлении уважения своего госпоже Кларе Шуман, урожденный Вик, избрало ее своим почетным членом». Это было признание. Наконец, был открыт подлинный гений самого Шумана, и благодаря бескорыстной заинтересованности в продвижении успеха его творчества русских деятелей искусства, прежде всего Вельгорских, имя его засверкало в России.